Продолжаем подготовительную работу к вязанию нашего нового проекта. Это следующий образец, который мы будем делать такой специальный рисуночек, технику использовать частичного вязания для лифа. Значит, я перекинула все иглы с нижней фантуры на верхнюю, с резинки на гладь. Плотность я поставила 7, так как нить, она не сильно и толстая, но она жестковатая такая. То есть вязать ею, ну так, она не мягко идет каретка, то есть жестко. Нормально, но жестко. И провяжем для петельной пробы, ну там 10-15 рядов. Будем подключать вторую нить второго цвета, которую мы уже вязали воланы. И на каретке мы поставим сразу рычажки частичного вязания в положение 1. Плотность мы будем чередовать. На семерке мы будем вязать белой нитью, на пятерке мы будем вязать вот этой нитью. Будем создавать такие буфы. Подчеркнем лиф. Ну или сделаем его интереснее, наверное. Это не точно. В общем, попробуем. И смотрите, какая у нас задача стоит. Чтобы крайние петли, вот эти вот, да, мы их не трогали, они были одного всегда цвета. То есть мы в середине добавляли вот этот вот цвет. Что мы будем делать для этого? Выдвинем сразу крайние 4 иглы с противоположной стороны от каретки и провяжем один ряд на основной плотности. Мы можем это не заправлять, мы потом заправим. Сейчас смотрю, все ли видно. Освобождаем эту нить, меняем ее на другую. И вот тут сложность, постоянно не забывать менять плотность вязания. С противоположной стороны мы выдвигаем тоже 4 иглы. Раз. Два. Три. 4. 5. 6. Мы провязали 6 рядов дополнительной вот этой нитью другого цвета. Освобождаем ее от каретки, заправляем нашу основную. И основной нитью мы должны вот сейчас вот эту вот нить заправить сюда. Алгоритм наших действий. Заправляем нить, ставим на счетчике плотность 7, то есть возвращаем на основную плотность. И не задвигая вот эти иглы, мы должны провязать ряд. Так, что-то зацепилось. Угу. Вот она зацепилась, нам надо это освободить. Но сейчас мы освободим это все дело. Не должно быть пересечений.
Вот. Сейчас дальше мы сюда под эту иглу проводим нить и задвигаем вот эти вот противоположные иглы и провязываем ряд. Это второй ряд у нас. Потом третий мы провязываем, эти задвинули. Так. И четвертый мы возвращаем каретку назад. Вот при таком алгоритме у нас и с правой, и с левой стороны вот эти боковые ряды будут оставаться, ну, равнозначные, одинаковые. Ну вот смотрите, нам опять нужно начать отсюда, а я уже провязала все иглы. Ну, такое бывает, когда ты особенно отвлекаешься. И надо просто снять нам 4 вот эти петли последние и выдвинуть их в переднее нерабочее положение и проделать то же самое. То есть мы в голове просто должны четкий алгоритм действий запомнить и делать. То есть меняем на другого цвета нить, выставляем 4 иглы крайние и меняем на плотность на 5. То есть на плотность на 5. И когда мы это все сделали, вот эту ниточку сюда, желательно проверить, чтобы она нигде не цеплялась, вот так вот подтягивать и не пересекалась с той, и провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, мы провязали 6 рядов этой нитью. Можно сразу поставить на каретке 7 плотность основную, убрать нить, поменять, заправить сюда ее, опять же проверить, чтобы они не пересекались с зелененькой, и провязать, не закрывая вот эти иглы. Раз, опять запуталась, да что такое? Там что-то, значит, я неправильно делаю. Так, ладно. Раз. А сейчас мы закрываем. 2, 3. И назад, когда 4, мы уже опять выдвигаем вот эти 4 иглы. 4. Так. И повторяем наш рисуночек. Меняем каретку. Меняем нитку в каретке. Ставим плотность на 5. Выдвигаем иглы. Провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, последняя. Может оставить эту нить. Так, 6. Возвращаем белую, ставим на 7 плотность. Сюда, наверное, вот так вот, да. Здесь ничего не меняем. Провязываем.
Только вот сейчас задвигаем. Так. Так. И выдвигаем. Все. Главное вот этот вот проработать алгоритм движений. И сделать себе очень просто, чтобы и подсчет был простой, и все друг за другом шло автоматически. Так, плотность 5, 4 иглы. Ой, я лишнюю выдвинула, ну ладно. Выдвинули. Все, берем. Раз, два, три, 4, 5, 6. И все. 6. Меняем. Не так. Так. Ну и все. Для нашего образца это будет нам достаточно. Провяжем, порвем нить и провяжем просто гладью. Снимем образец наш с игольницы и оценим результат. Вот у нас получились вот такие буфы. Скажу, что когда идет ниточка пан, буфы не получаются так, как вот на какой-то такой эластичной мягкой нитке, как, допустим, вот если бы это была бы полушерстяная. То есть эти буфы получились такие малозаметные, но может быть, они когда полежат, они станут получше. В общем, ну, такой рельеф у нас получился. Значит, у нас будет оформление этим рельефом лифа. Здесь у нас будет вставляться кулиска или шнурочек. Мы будем здесь завязывать, и будет вот такие вот, ну, то есть побольше, конечно. Вот так будет оформлен у нас лиф. Ну, неплохо. Хорошо. И вот что у нас по краешку получается. Вот такая вот история. Вот. И еще, конечно, красиво буфами украшать рукава тоже. Такая вот, ну, она у нас получается волной. Вот. Вот такая вот все. Наши образцы связаны. Сейчас можно пойти снимать петельную пробу и рассчитывать, делать расчеты для нашего нового проекта. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео. Всем пока!